Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом. Поездка на верблюдах. Поехали! В нашу туристическую поездку в Тунис входила экскурсия в Сахару на верблюдах. Я с детства не люблю крупных животных – коров и лошадей. Мой дед был конюхом. Много раз меня, городского мальчика, он пытался посадить на лошадь. Безуспешно. Мы с лошадью ненавидели друг друга. А что такое верблюд? Та же лошадь, только коленками назад и выше на метр. Когда мы приехали на место, оказалось, что выбор у меня небольшой. В пустыне находилось строение, напоминающее крохотный автовокзал. Барная стойка с прохладительными напитками, несколько столиков со стульями и комнатка администратора. И там было много арабов. Видимо, это погонщики, которых привезли на всякий случай, ожидая наплыва туристов. Вариантов было два. Или провести 2 часа с арабами, не зная ни слова по-арабски, или ехать на верблюде. Я выбрал поездку. На месте сбора нам выдали униформу, полосатые балахоны. На голову накрутили платок по-берберски. Причем, если всем выдали форму более-менее по размеру, то мне достался балахон-гигант длиной до земли. В нем не то что залезать на верблюда, и ходить-то было неудобно. Корабли пустыни лежали на земле в ожидании туристов. Издалека это красивые, грациозные животные. Но вблизи впечатление резко меняется. Неопрятная шерсть вызывало подозрение на присутствие экзотических насекомых. Запах напоминал овечий. А взгляд у верблюдов был таким же, как у их арабских погонщиков. Недоверчивый, ожидающий от туристов всяких пакостей. Процесс посадки сложный. На верблюда нужно сесть, когда он лежит. Сиденье – деревянная доска, прикрытая дерюгой. Имеется веревочная ручка. Ни поводка, ни стремян не прилагается. Педалей и тормозов тоже нет. То есть ты полностью зависишь от верблюда и погонщика, который не говорит на твоем языке. Затем погонщик начинает на верблюда орать, чтобы он встал. А зверюга не желает. С большим трудом и неохотой верблюд поднимается сначала на задние ноги, а потом на передние. Самому верблюду я не понравился однозначно. Еще лежа он со скрытой ненавистью глядел на меня, с презрением оттопырив нижнюю губу. Но под грозным окриком погонщика он пошел, оглядываясь и возмущенно вопя. Сидеть было очень неудобно. Мое тело, как мешок с картошкой, при ходьбе верблюда ездило по его спине вперед и назад. Упереться ногами
и принять более удобное положение невозможно. Хотя остальные туристы сидели как лихие наездники. Как им это удавалось? Мой верблюд, нехотя, выражая своим видом презрение и ненависть, шел сзади всех. Вдруг внизу, на склоне бархана, он увидел съедобную колючку и помчался к ней. Я не упал с бессовестной скотины только потому, что крепко ухватился за веревку. Вот в таком положении, полулежа вперед, поехали дальше. Через 10 минут спина нестерпимо затекла. На всем оставшемся пути я жалел только об одном: почему не выучил арабский? Чтобы попросить спустить меня с небес на землю и идти вместе с погонщиками своими собственными ногами. Какое было счастье, когда мы наконец приехали, и я сполз с верблюда. Красоты пустыни я посмотрел уже потом, на фотографиях. Друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Удачи вам и пока!